Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как обычно, мы начинаем с вами обзор военной обстановки за прошедшие сутки, которая сложилась на данный момент в нашей стране и военно-политической обстановке вокруг нашей страны. Итак, по обстановке, по оперативной обстановке. За прошедшие сутки 3 ракетных удара, 29 авиационных ударов, 51 обстрел с реактивных систем залпового огня совершил противник по нашей территории, по нашим войскам и нашим мирным объектам. Степень нанесения или вероятность нанесения массированного ракетного удара остается довольно высокой. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на тех же направлениях: это Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. За прошедшие сутки на этих направлениях было отбито порядка 60 атак противника. Да, количество атак снизилось и немного стабилизировалось. Нету усиления, то есть эскалации. Хотя противник постоянно проводит ротацию войск, постоянно пытается перегруппировать резервы и пытается нарастить наступательные действия, что у него на данный момент очень плохо получается или не получается совсем. Волынское и Полесское направление. Здесь все без изменений. Обстановка стабильная и контролируемая с нашей стороны. Продолжается усиление границы. Мы видим присутствие вражеских войск вдоль границы на территории Белоруссии. Единственное, что надо отметить, сегодня заканчивается очередная тренировка по проверке боевой готовности войск, которую проводил Лукашенко. Кстати, уже все сбились, даже никто уже не считает, сколько же этих проверок было. Помните, первая проверка как началась в феврале, 24 февраля, так был осенью, и зимой точнее, сейчас был перерыв в этих проверках. А вот в конце марта они возобновились опять. И очередная проверка с 4 по 6 апреля, сегодня она заканчивается, боеготовности войск Беларуси. Уже эти войска даже, в принципе, не жалко их. Чем больше их будет изматывать Лукашенко по полям, тем меньше у них желания будет воевать. И да, сегодня по сообщению сайта «Белорусский Гаюн», мы знаем, это оппозиционный сайт, это довольно неплохие разведчики через партизанское движение в Белоруссии. Они сообщили, что самолеты, 3 самолета МиГ-31, которые в Мачулищах базировались и постоянно выматывали нам с вами нервы тем, что взлетали, и мы вынуждены были объявлять воздушную тревогу, причем масштабную по всей стране, из-за того, что эти самолеты являются носителями ракетного комплекса «Кинжал». Так вот, они сегодня улетели в Российскую Федерацию. Вернутся они или нет, трудно сказать, но они улетели в Российскую Федерацию. Так что с этой стороны объявление воздушной тревог со стороны Белоруссии раздражителей стало на 1 меньше. Северское и Слобожанское направление. Здесь Московия. Тут ничего не сделаешь. Граница с Московией. И, соответственно, обстрелы продолжаются наших территорий. У нас есть пострадавшие на нашей территории. Больше всех досталось, как всегда, Харьковской области. У них и самая большая граница с московитами. Вот. Далее на оперативных направлениях пройдемся. Купинское и Лиманское направление. Здесь противник, здесь оккупированы практически все попытки наступления противника. Противник вел безуспешные попытки наступать. Все атаки противника были отбиты. Продолжаются локальные бои местного значения, в основном вдоль всей линии соприкосновения, как на Купинском, так и на Лиманском направлениях. Самые активные действия врага наблюдаются в районе Гриняковки, Куземовки и в лесах Кременной. Вот это 3 горячие точки на этих 2 оперативных направлениях. Но самое главное, что противник пытается наступать, но пытается наступать безуспешно. То есть мы отражаем все атаки и сдерживаем любые действия противника.
Там говорилось 2 дня назад, я говорил о том, что они в районе на Лиманском направлении пытаются накапливать артиллерию. Но наша артиллерия успевает быстрее обработать склады с боеприпасами, поэтому введение в бой артиллерийских подразделений откладывается на неизвестный период. Хорошо поработала наша артиллерия в районе Сватова. Погорели очень много складов с боеприпасами. На Бахмутском направлении, здесь, как всегда, наша болевая точка, наше больное место. Сразу скажу, что президент Зеленский во время визита в Польшу четко и ясно дал понять, что если будет целесообразность, и либо угроза окружения войск в Бахмуте, либо целесообразность отвода войск из Бахмута, такой приказ, соответствующий приказ отдаст Генеральный штаб, и войска будут выведены оттуда. И пока есть возможность, есть целесообразность, опять же, повторюсь, в удержании города, мы будем его удерживать. Бахмут сражается, Бахмут стоит. Продолжает штурмовать город российские войска, постепенно вводят в бой в основном десантников, потому как вагнеровцы заканчиваются, в буквальном смысле этого слова заканчиваются, физически заканчиваются. Противник продолжает атаковать центр, пытаясь продвинуться к железной дороге. Никто на железнодорожную станцию пока еще не вышел. И я еще вообще даже затрудняюсь сказать, выйдут ли, и если выйдут, то когда. Поэтому бои идут в районе центра города. Да, центр практически контролируется российскими войсками, но сейчас о железнодорожной станции, это как бы железнодорожные пути, это направление сосредоточения основных усилий или направление главного удара, можем так, потому что наступление, российские оккупационные войска наступление же проводят, захват территории, чужих территорий, напомню. Также противник пытается проводить штурмовые действия в районе Ивановского для того, чтобы перейти трассу. Сбить потенциал атак удается регулярными поражениями противника, в том числе и в районе Клещиевки, которая является тыловым хабом боевиков и российских оккупантов. Я так понимаю, что все, что снабжает группировку, российскую группировку, это идет через Клещиевку. Там теперь основное место сосредоточения падения или попадания нашей артиллерии. Поэтому это очень сильно сбивает наступательный темп российских войск. Только на Бахмутском направлении подразделения сил обороны за прошедшие сутки отразили около 20 атак противника. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов на этом оперативном направлении. Далее, Авдеевское-Марьевское направление. Здесь ситуация стабилизирована. Враг продолжает попытки активизировать свои резервы для штурмовых действий. То есть они подтягивают резервы к переднему краю и пытаются что-то из них сформировать, какие-то волны для наступления, какие-то ударные подразделения, не группировки, нет. И даже пытаются штурмовать на северном фланге Авдеевского выступа. Но успеха не имеют, понесли потери, откатились на исходные позиции. Также начали в Авдеевке применять традиционную тактику поиска слабых мест в нашей обороне. А именно, это многочисленные атаки малыми группами, по 5-10 человек, с надеждой где-то прощупать слабое место в нашей обороне. Пока противник успеха не имеет. Также применяется значительное число ракет для ударов по нашим тылам. В основном летят ракеты С-300.
потому что, видимо, других уже совсем нету. Ни кинжалы, ни точки, точнее, говорю кинжалы, извините, ни Искандеры, ни точки не применяются. Но они пытаются бить по нашим тылам в небольшой глубине от линии фронта для того, чтобы достать наши резервы. Вот. Так что, но это им тоже не удается, потому что, не будем объяснять почему, пусть ищут. Вот так скажу. Далее, на Шахтерском направлении в течение суток враг никаких наступательных действий не предпринимал. Для коррекции огня были позиционные бои, то есть перестрелки, обмен артиллерийскими ударами, артиллерийские дуэли. Для коррекции огня артиллерии противник активно на Шахтерском направлении использовал беспилотники. И остается у нас с вами Запорожское, Херсонское направление. Тут идут оборонительные работы. Не столько боевые действия, тут на Запорожском практически там только, опять же, позиционные бои, никто ни в какие атаки не ходит. На Херсонском направлении артиллерийские дуэли, но на Запорожском и на Херсонском направлении противник активно строит оборонительные рубежи, пытаясь закрепиться на тех позициях, на которых он находится сейчас. За прошедшие сутки на Херсонском и Запорожском направлениях враг обстрелял 35 населенных пунктов. Но не одними обстрелами живы, или ни одной контрбатарейной борьбой живы силы обороны Украины, а еще и мы... Я так понимаю, что начинается работа, и судя по заявлениям спикеров наших вооруженных сил, ВСУ начали уже планомерную работу по выносу логистики противника. Так, очередная серия взрывов в Мелитополе. Это назвали уже намекают спикеры наши, что это подготовка. То есть все, что разведка разведала, это все, где враг накопил ресурсы, топливо, боеприпасы, скопление техники. Вот это все начинает методически выноситься. Идет подготовка. Примерно ситуация, я так понимаю, будет в ближайшие недели. Ситуация будет развиваться так же, как на правом берегу Херсонской области, на правобережье Херсонской области. То есть будет выноситься логистика, будет выноситься система ПВО. Вот, и соответственно, таким образом будет снижаться боевые потенциалы российских войск. Далее, в общем, можно сделать вывод, что продолжаются бои в Бахмуте. Там, к сожалению, надо отметить, что у врага есть еще достаточный человеческий ресурс. Они их везут грузовиками, конвейер практически бесконечный. Вот. Они постоянно подвозят, мы их постоянно там ликвидируем. На Сватовском участке особенно тяжело сейчас идет за счет превосходства в технике, потому что они там стали больше применять технику и средства, и преимущество в средствах разведки у российской стороны. Но, тем не менее, нашим войскам удалось даже локализовать наступательные действия. И на Сватовском направлении сегодня есть активизация боевых действий, но без таких существенных атак наших позиций. Это участились позиционные бои, перестрелки, бои местного значения. На севере от Авдеевки там достаточно сложная ситуация и динамичная. Линия фронта движется незначительно, но она постоянно находится в движении. Вот такая вот обстановка на оперативных направлениях. Ну а на оккупированных территориях противник продолжает использовать медицинские учреждения на временно захваченных территориях. Так местная больница Малой Березовки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. То есть, смотрите, количество военных госпиталей растет. Причем растет с каждым днем. Они все новые и новые медучреждения захватывают, выгоняют гражданских, к сожалению. И
и оборудовать там военные госпитали. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Медиков они везут своих, они боятся, не доверяют нашим. И свои услуги исключительно российским военнослужащим они предоставляют. И по состоянию на 2 апреля текущего года на лечении вот в этой Белозерке находилось около 80 захватчиков с ранениями различной степени тяжести. Ну и в заключении военной ситуации на урожай. Обязательно мы с вами разберем урожай. Итого силы обороны Украины за прошедшие сутки собрали следующий урожай. Личного состава ликвидировано 390 человек. Танков 2 единицы, боевых бронированных машин 8 единиц, артиллерийских систем 7 единиц, средства противовоздушной обороны 1 единица, вертолетов К-52 был уничтожен 1 единица, беспилотники оперативно-тактического уровня 4 единицы, автомобильной техники и автоцистерн 1 единица, специальная техника 3 единицы. Вот такой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. И такие военные события произошли за прошедшие сутки. Так сложилась военная обстановка на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну, поговорим немножко о военно-политической обстановке. Тоже есть очень интересные моменты. Еще раз напомню, что со слов министра обороны Украины Алексея Резникова, заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Пока еще уровень это будет министра обороны или это будут, скорее всего, это будет на уровне министра обороны стран, участниц этой конференции. Единственное, что дата пока что не оговорена. Скорее всего, это будет после католического Рождества. Оно будет в это воскресенье. Почему? Ну, вся Европа, в основном вся католики, и будут в это воскресенье будут отмечать Рождество Христово. НАТО начинает работать над разработкой стратегии многолетней поддержки Украины. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг. Это то, что мы говорили, что долгосрочная программа оказания помощи по переоснащению, перевооружению вооруженных сил Украины. Кстати, вдогонку надо сказать, что Столтенберг призвал страны-члены НАТО внести в свои бюджеты ежегодные взносы $500 миллионов на развитие вооруженных сил Украины. И эта программа будет долгосрочная. Так что вот так вот практически нашу модернизацию нашей армии включает в бюджет НАТО. Далее, украинские военные готовятся начать обучение на танках Абрамс. Об этом заявил Пентагон. Уже есть команда наших военных, которая вот-вот приступит уже. Относительно сроков относительно скоро они должны стартовать. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США. Также Пентагон сообщил, это уже официально Пентагон добавил, что заключен контракт на 27 с хвостиком миллионов долларов на производство танков Абрамс для Украины. Все-таки, видите, они как бы не могут, я так понимаю, что в связи с тем, что программы долгосрочные, то они не могут пока что определиться. Помните, сначала говорили, что будут танки выпускаться. Потом сказали, что танки будут сниматься с хранения и переданы Украине для того, чтобы ускорить сроки поставок. Сейчас официально объявляют о том, что контракт на производство заключен. Я думаю, что скорее всего надо сделать вывод о том, что будут и та поставка. То есть будет сниматься с хранения и поставляться, и будут выпускаться и тоже поставляться. Почему? Потому что, видите, программа НАТО долгосрочная. И сегодня, кстати, мы получаем, надо отметить эту тенденцию, сегодня мы получаем сообщения и из Европы
о том, что и ранее из Соединенных Штатов, о том, что военно-промышленный комплекс там то в одной, то в другой стране выходит на свою пиковую нагрузку. А раскрутить такой механизм, это не значит, что завтра рубильник выключил и конвейер остановился. Нет. Этот конвейер запускается не для того, чтобы завтра остановиться. Он будет производить. Куда девать это вооружение? Ну, с боеприпасами вроде как понятно. Надо заполнить свои склады. Надо поставить нам еще боеприпасы для того, чтобы мы размолотили российскую навалу. Вот. А вот вооружение... скорее всего, будет либо поставляться в Украину, новое с заводов, согласно той штатной структуры, которую нам помогут разработать наши страны-партнеры с учетом тех складских запасов, которые мы должны будем создать. Я так понимаю, что все советское вооружение, оно просто уйдет в утиль. На первых порах оно может остаться в строю для, как учебно-тренировочное, но в перспективе через пару лет оно все должно уйти в утиль. Почему? Потому что все запчасти к этим образцам, ну кроме тех, которые выпускаем мы, производятся в Российской Федерации. Вот такая вот программа. Далее хочется поговорить, два слова сказать о визите Эммануэля Макрона в Китай. Ну что ж, Макрон в очередной раз показал свое лицо. Дружба с Россией никуда не делась. Он пытается, на мой взгляд, заручиться поддержкой Китая для того, чтобы усадить нас, как можно быстрее усадить нас за стол переговоров с Российской Федерацией. То есть прекратить огонь и начать переговорный процесс. Для нас это капитуляция. Мы уже это проходили в 2014 году, в 2015 году, Минск-1, Минск-2. Но что самое обидное, что из офиса президента тут же начинают звучать тоже призывы. Может, по Крыму тоже переговорный процесс начнем. Как-то так непонятно, мы готовимся к контрнаступлению или мы готовимся к началу нового витка переговорного процесса. Офису президента вообще не пристало такие вещи говорить. Там бы стоило определиться. Президент говорит о том, что мы сегодня не видим дипломатического пути, что у нас есть только военный путь в достижении победы. Ну, помощники из офиса дают интервью иностранным СМИ и заявляют, что мы готовы к переговорному процессу по Крыму. Надо как-то определиться, к чему мы готовимся, к контрнаступлению или к переговорному процессу. Ну а Макрон, видите, заручается поддержкой. И вот очень интересно, они пытаются Си Цзиньпиня уговорить провести телефонный разговор с Зеленским. И Урсула фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпинь дал согласие, сказал, когда будет подходящий момент, он переговорит с президентом Зеленским по телефону. И французские средства массовой информации, которые освещают визит Макрона в Китай, тоже об этом сказали. Ну а Си Цзиньпинь, как всегда, дал такой обтекаемый ответ. Он призвал как можно быстрее возобновить мирные переговоры по Украине. От имени Китая и Франции призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине. Это, кстати, тонкий намек: не поставляйте вооружение, то, что хотел Путин. Ну и заявил, что вместе с Парижем готов призвать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе. Ну, то есть для нас это очень, на мой взгляд, провальный. Не то, что мы ожидали, и ожидать особо не стоило, понимая позицию Китая. Так что вот такое. Посмотрим итоги, когда подведут окончательные итоги визита, посмотрим, куда будет склоняться чаша. Ну, в принципе, уже понятно, куда склоняется чаша весов. Китай занимает скользкую позицию, ни вашим, ни нашим. Ну и в большей степени поддерживает Россию. Немедленные переговоры, не наращивать эскалацию, то есть не давать Украине оружие. Вот это основные посылы, которые озвучил Си Цзиньпинь. И когда он найдет время, он переговорит по телефону с Зеленским. Когда найдет время. Занятый человек. Итак, Украина, по сообщению Reuters, уже все, я не знаю, Times говорила одну цифру, сколько мы готовы, точнее, The Economist, извините,
The Economist издание говорило об одной цифре, которую готовит Украина для контрнаступления. Тут Reuters решили выделиться и сказали, что Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления. Не знаю, откуда у них такие. Агентство сообщает, что украинская армия подготовила 8 подразделений суммарной численностью 40 тысяч человек для наступления. Я вот все никак как военный не могу понять. 40 тысяч разделить на 8 это по 5 тысяч. Что это? Это дивизия неполная или это бригада переполненная? То есть, ни 2, ни 1,5, если честно. Вот. Ну ладно, оставим это на совести Reuters. 40 тысяч мы подготовили. Если они так считают, пусть так и считают. Вот. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны очень лаконично довольно сказал, что даты, численность, даты проведения контрнаступления, численность наших войск, которые будут принимать участие в наступлении, там другие планы наступления, где, кто, когда и чем. Об этом знает очень ограниченный круг лиц, и все остальное это гадание на кофейной гуще. Так что, пусть будет так. Хочется цифр, значит цифры будут звучать. Соединенные Штаты сделали нам, не то что сделали, мы же понимаем, всегда говорилось, я говорил многократно о том, что война это лучшая лаборатория. Поле боя, ни одна лаборатория не сможет воспроизвести условия реального боя. Реального. Поэтому на поле боя всегда испытываются новые образцы вооружений. Так вот, Украина получит от Соединенных Штатов экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами, которые используют войска Российской Федерации. В частности, это экспериментальные системы будут радиоэлектронные системы, препятствует нормальному функционированию дронов, заставляя их возвращаться на базу или изменять маршрут. Это что-то отпугивающего рэп. Вот так, если простыми словами. Системы захвата дронов используют специальные дроны-хищники или сетки для физического захвата вражеских беспилотников. Такой вариант. Лазерные системы используют высокоэнергетические лазеры для повреждения или уничтожения вражеских дронов. Благо у нас в стране сейчас электроэнергии уже даже в избытке. Так что для нас лазерные системы уже подходят. Там, где есть источники, мощные источники электроэнергии, можем ставить и такие. Кинетические системы уничтожают дроны с помощью ракет и стрелкового оружия с сверхточным управлением. Вот такие вот системы. Вот такие вот 4 типа систем США предоставляют вооруженным силам Украины. Причем, обратите внимание, никаких инструкторов, никто сюда ничего не едет. Сюда едут системы. Наших спецов обучают там. И здесь мы будем воевать этими системами. Ну а потом поделимся впечатлениями с производителями или поставщиками, как нас попросят. На Ближнем Востоке очень сильно обострилась ситуация, и Ливан решил ударить по Израилю. Запущено было более 30 ракет, и это был наибольший ракетный обстрел с территории Ливана, именно Ливана. Не сектор Газа, не Палестина, нет, Ливан. С 2006 года. Об этом сообщает издание Times of Israel. Так вот, по данным издания, 5 ракет упали на территории Израиля, остальные 25 ракет были сбиты системой «Железный купол». Но я объясню, не надо сразу кидаться в отчаяние. 5 ракет. Почему эти ракеты могли упасть на территории Израиля? Дело в том, что система «Железный купол» работает очень избирательно. Она просчитывает конечную точку падения ракеты. Если эта точка находится за границей участка, который защищает непосредственно эта пусковая установка, она ее пропускает. То есть, когда ракета, образно говоря, когда вот есть населенный пункт, если ракета летит на территорию населенного пункта, ее железный купол сбивает. Если ракета летит за населенный пункт, где-то падает в пустыню, ее пропускают. На нее противоракету не тратят. Вот так работает железный купол. Поэтому оценить, что 5 ракет пролетело, да, вроде как 15% от общего числа, так нельзя. Потому что железный купол работает исключительно избирательно.
Но тем не менее, вот такое резкое обострение ситуации. Посмотрим, что ответит на это дело Израиль. Ну и в России тоже неспокойно в этом же плане. У них сегодня за прошедшие сутки в Российской Федерации какое-то нашествие беспилотников, от которого они там никак не могут отбиться. Как налет этих самых боевых комаров, наверное, пчел или голубей, что они у нас там еще в биолабораториях понаходили, якобы. Так вот, беспилотник с камерами упал на территории завода «Факел». Это Химки. Это город Москва, на минуточку. На заводе производят системы ПВО ТОР и С-400 и модернизируют С-300 и системы ОСА. БПЛА размером 30 на 30 сантиметров нашли охранники при обходе территории предприятия. Предварительно дрон упал из-за глушилок связи. Спасибо российскому СМИ, мы теперь знаем, ну не мы, те, кто запускал этот дрон, теперь знают, что там стоят глушилки на территории завода. Далее, на России также сегодня сбили еще один БПЛА в подмосковном Подольске и на территории Валуйского городского округа Белгородской области. Так что вот такие вот у них сегодня приключения с беспилотниками в разных регионах Российской Федерации. И Болгария, кстати, российская пропаганда все время говорила, что болгары вот такие славяне, братушки, все за Россию, а Болгария закрыла все свои порты для российских судов. Причем, как пишет Пост Европа издание, соответствующий запрет будет действовать с 8 апреля и касается кораблей, указанных в российском морском реестре судоходства. То есть на корабле может быть любой флаг. Но если этот корабль, согласно реестру, российский, он ни в один порт Болгарии не зайдет. Ну и на пасашок, вишенка на торте, хочу уточнить вчерашнюю информацию. Вчера я говорил, что вот Путин выступал с речью, и была довольно у него была такая пространная речь о дружбе, о том, что Россия никому не имеет претензий, готова открыто к конструктивному диалогу. И там перечисляли страны, с которыми дружба жвачка у Российской Федерации. Так вот, это было выступление перед послами. То, что послы фактически делегитимизировали Путина на мировой арене, они никак не отреагировали. Это был такой, я бы даже назвал это, наверное, такой молчаливый протест. Обычно заканчиваются такие обращения к послам, это же как обращение к странам. Только интерпретировано через полномочный представитель страны, которую он представляет. Они не отреагировали на Путин трижды дал понять, что он речь закончил в ожидании аплодисментов. Аплодисментов и одобрений никаких не последовало. И Путин пришлось ретироваться можно сказать, в гробовой тишине. Вот. Он даже начал ссылаться, что там карантин какой-то у них, оказывается, опять в Кремле действует. Хотя уже весь мир давно забыл про карантинные мероприятия. Даже Китай, тот отменил полностью все мероприятия карантинные относительно ковида. Но меня тут порадовало немножко другое. Даже не то, что сначала удивило, а потом порадовало. Такое лирическое отступление. Вспомните речи, наверняка большинство, почти все прослушали речь. Интересно же, о чем говорит дедушка Путин. Так вот, он рассказал, с Сирией понятно, с Сирией у них давние отношения, Россия ведет там войну, участвует в гражданской войне, что в принципе является прямым вмешательством в внутренние дела. Там, допустим, Венесуэла была, вспомнил Путин, понятно, там нефть и там есть интересы Газпрома. Но вот мне Зимбабве. Думаю, при чем же здесь Зимбабве? ЦАР, понятно, там Россия тоже какие-то свои вагнеровцев туда отправляет, алмазные прииски, там помогает политическому руководству страны решать задачи через применение наемников. Но Зимбабве. Откуда Зимбабве? Что? И так Путин еще так сказал, что нас с Зимбабве связывает дружба, подтвержденная многолетним опытом. Я вспомнил.
Я вспомнил, 1925 год. Тезка Путина, Владимир Владимирович Маяковский, написал в своих стихах, он написал: «Эй, товарищ, прекращай истерику, вперед на любимые грабли, мы обязательно догоним Америку, если перегоним Зимбабве». Вот откуда Зимбабве в речи Путина. Ну, это было лирическое отступление. А на этом мы военный и военно-политический блок с вами заканчиваем. Я по традиции сделаю паузу. Кто не подписан, приглашаю подписаться. Поставьте, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Давно живу в Германии. После начала войны в Украине немцы стали часто проводить учебные полеты на истребителях типа Еврофайтера. Летают с утра до ночи. Раньше такого не было. Максимум час в неделю летали. Вопрос, что из себя представляют эти самолеты и почему их не просит Украина? Спасибо за ответ. Скорой победы. Все будет Украина. Ну, скажу так, Еврофайтер это прямой аналог, это истребитель 4-го поколения. Он прямой аналог таких самолетов, как F-16. Су-35 в одной линейке с ним стоит, F-16 в одной линейке с ним стоит. И Рафаэль французский в одной линейке с ним стоит. Вот это самолеты одного типа. Единственное, что он Еврофайтер, это 4 страны: Италия, Испания, Франция и Германия. Вот они создали единый концерн, который и выпускает эти самолеты. И, наконец, 2020 года, это последние открытые данные, было выпущено 570 машин. Он сверхзвуковой, крейсерская скорость на сверхзвуке у него где-то 1,2 маха, максимальная скорость на сверхзвуке на максимальной высоте у него где-то равняется около 2 махов. Вот, точнее, извините, 1,5 маха. Боевой загрузки он берет 7,5 тонн. Кстати, где-то, я скажу, что это один из лучших показателей. И боевой радиус у него до 1500 километров. 13 точек подвеса. И это для вооружения общим весом до 7,5 тонн. И одна встроенная система, это пушка 27 мм, она в правом полукрыле у него встроена. Поэтому, в принципе, довольно неплохой истребитель. Но я думаю, что скорее всего мы не просим этот истребитель, потому что, опять же, здесь завязано, либо из-за того, что завязана Франция. Вы же видите, как Франция дает вооружение, но как-то очень сильно дозировано. И при первой же попытке Эммануэль Макрон пытается, опять же, либо уговорить нас сесть за стол переговоров с Путиным, либо, в любом случае, Франция преследует свои интересы, и они хотят любой ценой остановить войну. Им все равно, за чей счет будет эта победа. Кстати, 2,2 маха одна максимальная скорость, я ошибся, не около 2, а 2,25 маха на максимальной высоте. Вот. Поэтому проблема, скорее всего, опять же с производством. Вот. Ну а почему вот Бундесвер не летает, кстати, там интересно написано. Дело в том, что Бундесвер фактически последние 10 лет он свернулся почти в ноль.
фрау Меркель, будучи канцлером, на 2 последних своих каденции, она сократила военные расходы с 2% ВВП до 0,9% ВВП, и Бундесвер перешел практически на кадрированные части. Сокращен личный состав, осталось несколько развернутых бригад, поэтому они летали там 2 часа в неделю. Сейчас же они пытаются развернуть Бундесвер, они пытаются запустить промышленность, они заказали, кстати, Урсула фон дер Ляйен была министром обороны Германии, на минуточку, и уходя с этого поста в структуры Европейского Союза, она сделала заказ на модернизацию даже для Бундесвера 100 танков Леопард-2 до версии А7. Это самая современная, самая последняя версия Леопарда 2. Вот. Так что, видите, наша война толкнула в том числе и Германию к развертыванию. А самолеты, и поэтому летают самолеты. Вспомнили, что надо Бундесвер привести в состояние боевой готовности. А не просим мы их, скорее всего, потому что концерн на сегодняшний день фактически их не выпускает. Там в договоренностях у них должно быть обоюдное капиталовложение для развития и выпусков этих самолетов. На сегодняшний день ни одна из 4 перечисленных стран этот самолет, видимо, не заказывает. С продажами на международном рынке Еврофайр не самая лучшая машина или не самый самолет, не сильно пользующийся спросом, я бы так сказал. Вот. Поэтому, скорее всего, мы не просим этот самолет. Далее. Скажите, пожалуйста, как сосредоточенная в большом количестве авиация Российской Федерации на границе может повлиять на будущее контрнаступление? Ну, практически никак. Дело в том, что она не на границе сосредоточена. Немножко не так. Это тоже манипуляция словами. Вот эти сумасшедшие цифры, там 400 самолетов, 700 вертолетов, там, это то, что рассредоточено по аэродромам базирования на европейской части России. Нельзя сказать, что они все стоят в приграничных областях на аэродромах готовности взлететь. У России сегодня летчиков столько нет. Это раз. Почему я говорю, что чтобы поднять в воздух такое количество самолетов? Почему я говорю, что они сильно не могут повлиять на ход боевых действий? Потому что сегодня российские войска бьются в Бахмуте об бетонную стену головой. Уже лоб в кровь разбили, судя по потерям. А если бы по уму, если они действительно говорят, что там 400 самолетов готовы к боевому применению, почему не сделать ковровые бомбардировки и не с массированным применением авиации? И раз этого нету, значит они не могут. Смотрите, за год войны они ни разу не применили авиацию в составе звена. Только парами. Работают только парами. То есть ни о каких массированных налетах быть не может. Поэтому я не думаю, что это повлияет, как-то кардинально повлияет. Да, оно окажет свое влияние на отдельных участках. Но у нас, кстати, система ПВО на сегодняшний день настолько плотная, что, видите, они боятся залетать даже за линию фронта. Потому что мы сразу валим. Как только вертушка зазевалась вчера, К-52, завалили. Так что я не думаю, что эта авиация повлияет кардинально на ситуацию. Интересно ваше мнение по поводу сухопутного коридора. Будет жест доброй воли или встретим сопротивление? Ведь сухопутный коридор им явно ой как надо. Спасибо за ответ. Вы знаете, я думаю, все-таки я больше склоняюсь к тому, что если действительно контрнаступление, мы прорвем фронт и оно будет развиваться успешно, то я думаю, что будет что-то, можно будет назвать это жестом доброй воли. А вообще я думаю, что может быть повторение Херсонского или Харьковского варианта. То есть обвал обороны и просто, будем так говорить, хаотичное отступление российских войск. Вот я думаю, что так. Да, будут отдельные очаги сопротивления, потому что они там линии обороны строят. В том плане, что командный состав, конечно же, будет пытаться выполнить задачу. Но насколько они будут мотивированы, и чтобы это не произошло так, что
мешал командир отступать, бежать, то его просто пристрелили и побежали, и дальше побежали, чтобы вот так вот не было. Поэтому тут в основном я думаю, что будет в такой глубине, оперативной глубине, то есть коридор сухопутный, это за Мелитополь, туда ближе к Бердянску. Там я думаю, что уже вряд ли кто-то будет оказывать сопротивление. Если мы туда будем доходить, то это уже будет массовое отступление. Уже первый вопрос, который будет стоять у них на повестке дня, это массовая эвакуация. Еще ж побегут коллаборанты, которые на дорогах создадутся пробки, железная дорога будет под огневым контролем вооруженных сил Украины. Так что там некому будет думать о сопротивлении. Добрый вечер. Расскажите о группах ДРГ. Чем занимается такая группа и является ли такая группа опасной? ДРГ это самое опасное, что можно придумать. Она так и называется, диверсионно-разведывательная группа. Не просто так назвали. Причем они могут носить специализированный характер. Там могут быть специалисты в этих группах. Группа формируется из задач. Вот какую вам надо выполнить задачу на территории врага, незаметно, скрытно, такая формируется группа. Если надо подорвать объект, значит туда в основу группы идут саперы. С ними идут штурмовики или спецы, которые там будут прикрывать их действия, пока они будут минировать. Если нужна, допустим, группа для сбора разведывательной информации, естественно, туда в состав группы включаются разведчики, которые будут собирать информацию. А может быть группа, которая идет с проникновением и вербовкой агентурной сети. Тогда в состав группы включаются люди, которые потом переоденутся в гражданку, у которых с собой будет, допустим, большие суммы наличными. И дальше они внедряют фальшивые документы, и они внедряются в общество, в социальное общество, и начинают работу по выявлению нелояльных к Украине людей и работают с этими людьми в плане их вербовки. А потом наша контрразведка отлавливает корректировщиков ракет, передатчиков информации о перемещении вооруженных сил Украины и так далее и тому подобное. ДРГ это очень, очень гадостная такая вещь, и с ней очень тяжело бороться. Почему? Потому что все зависит от опытности пограничников, сил специальных операций. Есть специально группы по борьбе с диверсионно-разведывательными группами. То есть вот такой вот на каждое действие старается создать противодействие. И вот эта вот война ДРГ на уровне спецназов, на уровне сил специальных операций, она идет постоянно. Но ДРГ вот в основном три задачи. Совершение диверсий, сбор разведывательной информации и вербовка агентуры. Вот основные задачи диверсионно-разведывательних груп. Є таке питання. Ми всі неодноразово бачили, як наші тракторні війська, зокрема, трофеїли такі системи, як ТОС-1 чи Сонцепьок. Також думаю, що наші військові трофеїли і ракети до них. То що з цими комплексами? Вони на наших оборонних заводах розбираються з спеціалістами до останнього гвинтика, чи вони воюють? І ще одне питання, яке цікавить, наскільки знаю, ці системи мають не таку вже велику дальність вогню. Це балони з газом, які вибухають. Чи можна на базі системи «Смерч» створити таку ж ракету з тим же ефектом, але щоб летіла вона набагато далі, оскільки палива у пакеті «Смерча» доволі багато. Дякую за відповідь. Смотрите, системы ТОС, тяжелые огнеметные системы Санцепек, Буратино, Тосочка, они воюют. Вот те, которые захвачены на поле боя, если они технически исправны, значит их и есть к ним боеприпасы захвачены, то мы применяем их на поле боя. Они воюют в составе ВСУ. Понятно, что если она не подлежит ремонту, то база, там танковая база, по-моему, 72-шная, база идет на запчасти. Ее разбирают, и она идет на запчасти. Потому что у нас к 72-кам запчастей практически нету своих. Мы в основном все берем с поля боя, все трофеем. Вот.
Что касается изучения самой системы, то поверьте, сразу же первые же образцы были доставлены в наши исследовательские институты или наших партнеров. Вполне возможно, что и они уехали куда-нибудь в Европу на какую-то военную базу, где их действительно разбирают до винтика, особенно боеприпасы интересуют термобарические для изучения. И смотри, и еще, вот то, что вы пишете, да, дальность маленькая, от 6 до 15 километров. Тосочка, вот это последняя модификация. ТОС-2 уже она идет, тяжелая огнеметная система второго поколения. Она имеет дальность 15 километров. Но сам принцип объемно-детонирующего боеприпаса или вакуумного боеприпаса, в народе еще так любят его называть, для смерча он существует, для урагана он существует. Так что все эти снаряды есть. Я не слышал от наших военных по смерчам, чтобы вакуумки применяли, объемно-детонирующие. Не было такого. Кассетка применяется регулярно. Но он есть. У нас его нету для смерчей, потому что мы, отдавая вооружение и подписывая, когда Украина обрела суверенитет, подписывая все международные документы, в том числе и конвенции по неприменению негуманного вооружения, потому что боеприпасы объемно детонирующие относятся к категории негуманного оружия. Так вот, у нас нету, мы ликвидировали все, что у нас было, объемно детонирующее. У нас остались там немножко кассетка, и то в осколочно-фугасном исполнении, и осколочно-фугасные боеприпасы. Также мы сделали боеприпас Альха для смерча, и вот сколько было, столько применяли. Поэтому, но он есть, этот боеприпас, так что не переживайте, есть объемный боеприпас для смерча. У России 100 пудов есть. Опять же, вопрос, кассетка, да, они применяют. Фугасный снаряд для смерча они применяют. Зажигательный и объемно детонирующий я примеров не слышал. Зажигалку они, кстати, применяют в основном БМовскую, Град-1, Град-1, просто системы Град, БМ-21. Вот по Азовстали там точно Градами, по Авдеевке там тоже Градами. Вот эти зажигалки они обстреливали территории. Ну, судя по видео, которое выкладывается, опять же, в открытый доступ. Военные знают более точно, но очень похоже именно на залп Града. По количеству снарядов и количеству разрывов в 1 минуту на единицу площади. Вот. А так все есть. Пане Олег, є питання, чи за функціональністю бригада відрізняється від полку? Зрозуміло, що бригада більша, ніж полк вдвічі, але бригада і полк також складаються з батальйонів. Чому тоді бригада не складається з 2 полків? Ваш слухач Андрей. Дело в том, что бригада это более универсальная единица, организм. Вот военные любят называть воинскую часть, это организм, потому что она должна работать как организм человека. Когда что-то болит, человек страдает. Точно так же, если что-то в управлении бригады барахлит, то бригада теряет боеспособность. И надо ее подлечить. Так вот, бригада является более универсальным организмом и более эффективным в боевом применении. Полк все-таки линейное подразделение, которое встроено в систему полк-дивизия. И несмотря на то, что полк является отдельной воинской частью, он все равно числится линейным. Часть его запасов возит с собой дивизия. И дивизия снабжает полк. И дивизия управляет полком. Бригада самостоятельный организм. Все, что может поднять, все, что надо бригаде, она возит все на себе. У нее собственные склады. Плюс у нас немножко, мы не успели еще до войны дойти до стандарта натовского. Дело в том, что в странах НАТО все батальоны в бригаде отдельные, как отдельные части. И каждый батальон может выполнять самостоятельно огневую задачу. И вот этим бригада и универсальна. Понимаете, бригада может формировать любую группировку в своих масштабах.
Нужна танковая, значит в основу будет танковый батальон. Нужна мотопехотная, в основу будет мотопехотный батальон. В составе бригады есть бригадная артиллерийская группа, которая может формировать как приданную, так и поддерживающую артиллерию для вот этой группировки, которую формирует бригада. Бригада более универсальная. При бригадной структуре вооруженных сил у нас нет дивизий, нет корпусов, нет армий, ничего нет. У нас прямое управление, оперативное командование напрямую работает с бригадами. Бригады выполняют непосредственно огневую задачу через батальоны. Все. Система управления упрощена до предела. Образно говоря, берешь трубку полевого телефона в оперативном командовании, и ты можешь разговаривать с командиром батальона, который уже на местности выполняет огневую задачу. А вот в советской системе, Россия возвращается сейчас полностью, Россия возвращается на полк дивизия. У них идет полк, дивизия может входить в корпус или в армию, армия или корпус может входить в округ, округ подчиняется генеральному штабу. Вот какая у них система управления. Вот. И полк это линейное подразделение, он действует в составе дивизии. Да, он может какое-то время действовать самостоятельно, но очень ограниченно. Бригада может действовать самостоятельно на разных участках. У нас даже бросают отдельные батальоны, отправляют для выполнения боевых задач. Пане Олеже, скажіть, які з натівських стандартів для танкової атакуючої групи щодо кількості танків на кілометр фронту? Такого понятия уже нету. Не существует. И в принципе не существовало. Есть плотность войск для наступления и для обороны. Допустим, если вы хотите иметь успех в наступлении, то ваше соотношение войск должно быть 1:3 в вашу пользу. Если вы прорываете глубоко эшелонированную и укрепленную оборону, то соотношение должно быть 1:5 в вашу пользу. Вот. А если вы рвете укрепрайон, то отношение должно быть 1:7, 1:10. Тогда есть шанс прорывать оборону противника. Такого понятия на сегодняшний день нет. Потом историки считают, сколько было единиц техники, и они определяют. Это уже постфактум определяется, там, сколько танков на километр фронта, сколько артиллерийских систем на километр фронта. Сегодня количество войск в бою определяется задачей, которая ставится перед этими войсками. Разведка дает нам данные. Вот почему важна разведка и почему сам важен пункт, вот то, что мы говорили в начале войны, что в чем стратегическая ошибка была России в оценке противника. Они недооценили нас как своего противника, поэтому они нарвались здесь на такое серьезное сопротивление. Они не ожидали, что оно будет. В этом была. Так вот, основу постановки боевой задачи составляет оценка противника, сбор разведданных. Собрав разведданные и сопоставив их с той задачей, которую поставили подразделению, допустим, либо захватить этот рубеж, на котором обороняется противник, либо прорвать оборону для дальнейшего продвижения вперед. Это разные задачи. Либо провести, допустим, отвлекающий маневр, разведку боем, вынудить противника стягивать сюда, сделать вид, что здесь основной удар, и заставить противника стягивать сюда основные силы. Понимаете, от этого зависит плотность наступающих, даже не плотность наступающих войск, а их количество. Сколько войск необходимо задействовать для выполнения, вот, допустим, этих 3 задач, которые я перечислил. А такого стандарта нету, что если мы наступаем, то на километр фронта должно быть там 10 танков, или 20 танков, или 30 танков, или 50 стволов артиллерии. Нет. Все определяется огневой задачей. Вот, кстати, армия Соединенных Штатов, допустим, почему говорят, что вот у них же методика, и натовский принцип выполнения огневых задач или определения количества войск для выполнения огневых задач, так правильнее будет сказать, он состоит в том, что армии в результате, существует такая поговорка, говорят, что армия Соединенных Штатов командуют капитаны и майоры. Это командиры рот и командиры батальонов.
Почему? Потому что они выполняют задачу. Они с личным составом выполняют непосредственно задачу на поле боя. Они определяют. Им ставится задача, они говорят, какие силы и средства им необходимы. Старшее командование либо утверждает это усиление, либо меняет и конфигурацию задачи, корректирует ее. Вот в чем принцип. А количество танков на километр фронта нам расскажут с вами военные историки сразу после окончания войны. Здравствуйте. Если мне повезет, будете читать мой вопрос. Буду рад. Я хотел бы узнать вашу точку зрения. Считаете вы, взявшие Берлин дедов или дедов, как говорят в России, героями, и изнасиловали женщин, был ли поступок советского солдата с точки зрения военного правильным? Если можно, маленькое сравнение солдат-союзников с советским солдатом в плане гуманности. Заранее спасибо. Ну, смотрите, во-первых, надо отнести это к разряду воинской дисциплины. Да, отношение союзников и отношение советских войск к местному населению в Германии было абсолютно диаметрально противоположно. Диаметрально. Советские солдаты в основном старались мстить. Месть, и командиры это даже в некоторых случаях поощряли, а иногда возглавляли вот этот террор против местного населения. Поэтому грабили, убивали, считали, что они должны как можно больше убить и ограбить. Я 5 лет прослужил в Германии, я видел две территории разных, точнее не территории, а зоны. Я бы видел отношение немцев к нам в бывшей американской зоне, за Эльбой. Там, когда поделили ГДР и ФРГ границу, часть территории, которую занимали американские войска, на Эльбе же была встреча, да, знаменитая, они отошли немножко назад, и туда зашли советские войска. И вот там, где были американские войска, там отношение даже к русским было совсем другое, лояльное. Там, где была советская армия-освободительница, немцы люто ненавидели. Они молчали, они боялись, но они люто ненавидели. За те зверства, которые творили, это было преступление. Кстати, большая часть международных конвенций по гуманитарному праву была написана после Второй мировой войны, по итогам Второй мировой войны, когда Европа содрогнулась от того, что делала советская армия в европейских странах. Как вот эта месть вылилась на местном населении, как она отразилась. И посмотрите, основные там конвенции по гуманности, там 49-й год, 47-й год подписания, 50 там еще какой-то год есть конвенции. То есть по итогам Второй мировой войны были написаны нормы и правила ведения войны, и которые определяют порядок отношения в том числе и к населению на освобожденных или оккупированных территориях. Россия действительно стала такой прямой правопреемницей Советского Союза в плане жестокости отношения к местному населению. Посмотрите, что они творят у нас на оккупированных территориях. То же самое они творили в Германии. Только в Германии они там расправлялись. Здесь еще как-то хоть какое-то советское прошлое там напоминает. Хотя я не вижу там, чтобы это сильно влияло. Вот. А там, представьте, они пришли в Германию, и вот они немцы. Которые там недавно... Немцы более лояльно относились на оккупированных территориях к населению. Не совсем так их дегуманизировала советская пропаганда, да, я согласен, но отношение было на самом деле не совсем так, как нам рассказывала история советских времен. А вот советская армия-освободительница, она там шороху наделала, что до сих пор немцы вспоминали с содроганием до самого вывода войск. Вот именно советскую армию освободительницу. И в глубине души, да, они считали, до последнего дня они считали советскую армию там оккупантами. Не защитниками, не спасителями, не освободителями ни в коем числе, а именно оккупантами. Это правда
Это правда жизни. Поэтому я не считаю, что вот поступки в отношении мирного населения, но это, видите, варварский принцип. Вспомните, даже римские или эти императоры отдавали город на сколько там, 3 дня на разграбление, да, а потом начинали наводить дисциплину тем, что самых буйных мародеров казнили, показательно казнили перед строем для того, чтобы остановить грабежи и мародерство. Так поступали в стародавние времена, в древние. Ну, кстати, у союзников было жесткие правила, и они реально, военно-полевой суд реально наказывал за мародерство, реально расстреливали. Поэтому у них дисциплина держалась намного лучше. И отношение было намного лучше. Немцы вспоминали Camel, американские сигареты выдавали тогда, тушенку американскую. Кстати, эту же самую тушенку ели и советские солдаты. Поставки были ленд-лизовские, кормили американской тушенкой. Вот. Так что подвигом не считаю. А в плане поступков, какова система, какова армия, таковые солдаты. Какой аэродром, такие бомбы. Так что яблонька от вишенки падает недалеко. То, что было тогда, то же самое и сейчас. Привет вам из Одессы. Слава Украине. Когда был последний ночной налет мопедов на Одессу, мы с женой все наблюдали с террасы. 2 шахеда пролетели конкретно над нашим домом. И у меня возник вопрос, возможно глупый, но все же, возможно ли эти мопеды отслеживать в небе тепловизором? Ведь у них стоит обычный мотор воздушного охлаждения, и он излучает достаточно тепла на высоте. И высота не такая большая. Просто осветить прожектором в небо, это как иголку в стоге сена искать. Спасибо за любые комментарии. Слава нашим героям на передовой. Так дело в том, что их так и ловят. Прожектора уже высвечивают мопед в небе для того, чтобы стрелковые группы, мобильные группы, которые применяют стрелковое вооружение, пушечное вооружение, могли его расстрелять. Вот как во Вторую мировую войну. Что было главное? Поймать самолет в луч прожектора. Для чего? Для того, чтобы зенитчики могли видеть, куда стрелять. Чтобы зенитчик в свой прицел видел этот объект и мог наносить огонь. Вот для этого прожектора. Прожектор тихо шарит по пригорку, да, как пелось в советской песне времен Второй мировой войны. Вот. То же самое здесь, его подсвечивают, а ночью его вычисляют 2 способами, тепловизорами, вы абсолютно правы, поверьте, это есть. Кстати, американцы передавали нам пулеметы, спаренные с тепловизионными прицелами, именно для борьбы, зенитные пулеметы, для борьбы с шахедами. Тепловизорами его обнаруживают или радиолокационными станциями его обнаруживают, и дальше дают координаты для того, чтобы его подсветить, чтобы его могли сбивать группы, которые работают, стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и зенитное вооружение. Если есть свободные пусковые установки или есть уже необходимость применения ракетных систем, то тогда ракетные системы вмешиваются в эту обстановку и сбивают эти шахеды. Вот примерно так и происходит. Вы абсолютно правы в плане тепловизоров. Означает ли расширение границ НАТО за счет Финляндии то, что России нужно укрепить эти границы и стянуть туда ресурсы, которые она могла задействовать на каком-либо фронте в Украине? Нет, к сожалению, нет. Вы знаете, я вижу, что все равно в Кремле понимают, Путин первый понимает, что там, где НАТО, там безопасно. Он это знает. Поэтому, кстати, еще накануне, когда только шел разговор о вступлении Финляндии в НАТО, Путин отдал приказ, и с финской границы поснимали все войска, которые только можно было поснимать. Войска прикрытия государственной границы, там ракетные части сняли, ПВОшные части сняли. Путин может только обливать грязью и говорить, что НАТО агрессоры, и провоцировать НАТО на ответный агрессивный шаг. Вот я вам рассказывал, нарушение воздушного пространства, нарушение морских границ, какие-то провокации на границе. А в остальном он понимает, что это оборонительный союз.
и что НАТО первым никогда не нападет. Поэтому там, где НАТО, там безопасно. Это мы с вами думаем, что Россия получила еще 1000 километров границы. И в стратегической перспективе, по идее, они должны наращивать там войска. Но поверьте, они это будут делать вольготно, не спеша, потому что прекрасно понимают, раз это НАТО, значит это гарантия безопасности. Вот тут мы немножко как бы уж уходим в такую, я бы сказал, чуть-чуть в эйфорию того, что ага, плюс 1000 километров границы с НАТО, да. И вроде как внешне выглядит все, что да, сейчас Россия должна туда бросить танки, артиллерию, ПВО, ракетные войска, там, бомбу атомную притащить туда на границу. Нет. Они прекрасно понимают, что НАТО никогда первым атаковать не будет. Поэтому они спокойно снимают оттуда войска и перебрасывают их в Украину. Для нас это, это как бы, оно как было до вступления Финляндии, так, а сейчас уже там нечего снимать, там уже все практически снято, все переброшено в Украину. И воюет все здесь у нас в Украине. А наращивать, в общем, вот гонка вооружений, там противостояние, бряцание оружием, это все будет, ну, как бы Россия это будет планировать потом, после войны. И, ну, если будет, конечно. Я думаю, будет. Нельзя, без кто-то должен быть, как говорят, на то и щука, чтобы карась не дремал. Понимаете? Поэтому Россия это будет делать, но потом, не сейчас. Добрий вечір, пане Олеже. Питання. У новому пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів є мінометні системи та міни різних калібрів. Чи допоможе ця зброя збільшити кількість ліквідованих орків? Адже ви неодноразово говорили, що міномети – це найкраща протидія великій кількості живої сили окупантів. Абсолютно. Поверьте, каждый минометный ствол. Кстати, во время визита президента Зеленского в Польшу, он посетил, там сделали такую импровизированную выставку образцов вооружения, которые Польша готовит к передаче Украине. И там 3 роты минометов. Ну, у них минометная рота, у нас батарея, у них рота минометная. И, если я не ошибаюсь, это где-то по 6 машин самоходных на бронированной базе, бронетранспортеров. 3 роты готовит Польша для передачи. Это очень хорошо. И вот эти мины. И плюс еще вот этот завод, который я вчера говорил, наш Укроборонпромовский, который начал производство 60-миллиметровых выстрелов для минометов. И они хотят выйти на проектную мощность 40 тысяч в месяц мин калибра 60 миллиметров. Это очень хорошее подспорье. Каждая мина – это жизни наших солдат. Каждая мина – это минус орки из числа оккупантов. Так что это приятно было читать, что наконец-то и в этом нам про это самое начинает помогать и начинает поставлять то, что нам крайне необходимо. То, что нам необходимо в первую очередь. Ну что ж, на этом мы вторую часть с вами закончим. Вопросы, ответы на вопросы. И у нас с вами остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И сегодня прозвучат следующие. Вот пишет один из зрителей. Да вы почитайте комменты россиян. Какие могут быть сомнения о том, что эта страна заслужила такого президента? Да, каждый народ имеет то правительство, которое, если пошло говорить, его имеет. Поэтому здесь надо, наверное, согласиться на 100%. Орден Белого Орла – это мега круто. Мои поздравления Владимиру Александровичу и всему украинскому народу. Эта награда в подобной ситуации фактически выдается не только персоне главы, но и самому государству, которое он представляет и означает в политическом и моральном смысле глубокое признание заслуг соседа. Так что это даже не начало, а крепкое продолжение подобных взаимоотношений, что не может не радовать. Ну, нас тоже это радует. Считаю, что некорректно много внимания обращать на высказывания Лукашенко и Путина. Они безумцы, истинно верящие в бред, бродящие в голове. Как в конце пути стали
каждый по-своему. Екатерина II, Сталин, Гитлер, Брежнев и другие засидевшиеся во власти. Очевидно, что приход к власти и процесс удержания онной начисто выжигает мозги. Также безумец окружает себя людьми, способными подпитать его безумие. Агрессивного сумасшедшего нужно искоренять как раковую опухоль, так как он заражает не обладающих иммунитетом. Спасибо нашим бойцам, что выполняют эту грязную работу. Заодно вычищают и нашу страну от заразы. Слава Украине. Вот такой комментарий. Привет от друзей из Канады. В Украине победы. Вот так. Просто и коротко. Практика показала, что оппозиция внутри страны ни на что не способна. Будь то непонятно умные и честные люди вроде Немцова или современные и перспективные в лице Навального и его команды. Режим играет всех и делает это, карает всех и делает это с особой жестокостью. Но за оболваненный народ уже и говорить нет никакого смысла. Их всех развели по разным углам. Обманули, обозлили на все что угодно, кроме самого корня проблемы. Спасибо за выпуск и обзор. Знаю, что Израиль начал довольно успешно бороться с иранскими шахедами с помощью средств радиоэлектронной борьбы, что намного эффективнее и дешевле. Украине победы. Было бы еще неплохо, если бы Израиль с нами поделился этими средствами. Ну что ж, будем на это надеяться. На этой оптимистичной ноте мы с вами заканчиваем сегодняшний обзор военных и военно-политических событий, которые произошли за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время. Напоминаю, кто еще не подписался, приглашаю подписаться на мой канал. Кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше количество людей. Спасибо спонсорам и тем, хто допомагає каналу. А ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога наша, слава Україні!